Эстония парламентские выборы. Они будут происходить 5 марта. Предварительное голосование уже начинается 27 февраля. Казалось бы, маленькая страна, избрание его парламента, но где здесь должна быть мировой интерес или глобальная проблема. Но для России даже такие маленькие страны, как Эстония, представляют огромный интерес. Россия активно принимала всякие мероприятия, чтобы влиять на результаты выборов в Эстонии, получить более выгодное для себя правительство и так далее и тому подобное. Так что это было уже 90-е годы, но что мы тут говорим уже во время Путина. И поэтому, конечно, это хороший такой опыт, смотреть, что они там делают на этих выборах, что их интересует, как они это все организуют. Понимаем, что это все в контексте украинской войны. Ныне в Европе большинство правительств такие, которые поддерживают Украину, энергично борются против России. Это вызывает раздражение Кремля и попытки изменить режимы в этих государствах. Людям иногда трудно поверить, что есть война с Украиной, принимаются санкции. Какая еще может быть российское влияние? Как Россия может влиять на внутреннюю политику этих стран? Но здесь, конечно, самые различные методы. Есть диаспора российская, которая используется. Есть деньги, есть бизнесмены, через которых можно влиять. И все это происходит. Лоббирование российских интересов в европейских странах. И даже создание каких-то политических сил, которые поддерживают путинскую позицию относительно Украины. Эстония в этом плане не исключение. У власти в Эстонии правительство Кая Калласа, председателя партии реформ, который резко выступает против путинской администрации, его политики относительно Украины. Очень острые отношения, как вы слышали, даже попросили удалиться эстонского посла из Москвы. В ходе парламентских выборов понятно, что идея такая, чтобы создать такую Эстонию правительство, которым Кая Каллас не был премьер-министром, и появился какой-то новый человек, более лояльный интересам Москвы, и тогда считается, что цель выполнена для кремлевской администрации. Ныне, конечно, ничего такого не светит. У партии реформ огромная поддержка. Некоторые эксперты говорят, что будет вообще 39 мест из 101 в парламенте, а это солидное уже такое число голосов, чтобы гарантировать Кая Калласу, что он и дальше будет премьер-министром. Это мы говорим, когда кампания уже совсем заканчивается. А в начале кампании, конечно, очень может быть, что у Кремля были какие-то другие идеи, что все-таки победят какие-то другие силы или хотя бы внимание они на себя обратят. Есть такая левая партия Эстонии, которая партнером взяла себе движение КОС, и они выступили списком на парламентских выборах в Эстонии 25 кандидатами. Партии могли выдвигать 125 кандидатов, но эта партия сумела еле-еле набирать 25 кандидатов. Если мы смотрим список этой партии, то это вызывает просто удивление. Бывшие проститутки, руководители борделей, обманщики от криптовалют, еще какие-то такие странные личности. Но зачем такой список? И что такой список может делать на парламентских выборах, кроме дискредитации? Но, конечно же, если они выступают лозунгом «Мы за нейтральную Эстонию», то понятно, в интересах кого это все делается. Но более того, конечно же, я скажу, что такие списки, которые явно обращены на то, чтобы за него голосовали бы русскоязычные избиратели, прежде всего, Эстонии, то, конечно же, это нацелено на то, чтобы заставить русскоязычных избирателей голосовать за проституток, за содержателей борделей, криптовалютами обманывали людей. Хотят этого. Российская сторона явно хочет, чтобы какие-то люди пророссийско настроенные голосовали именно за такой контингент. Имея в виду личность Владимира Путина, ничего удивительного. Он любит такие манипуляции, бывший офицер 5-го управления КГБ СССР. Он любит такие вещи. Мария Пудина, которая, как пишут все газеты, не только американские, но и российские, занималась тем, чтобы выявить какие-то секреты, устраивать какие-то связи. Конечно же, шла на все это через сексуальный контакт.
конечно, продавая свое тело, как бы. А потом, когда вот эта полупроститутка появился назад в России, Путин выдвигал его куда? Правильно, Государственную Думу. И она и была избрана депутатом Государственной Думы. Так что не говорите. Типичное поведение Путина, который вот неожиданно мы видим в Эстонии, что какие-то проститутки кандидируют в эстонский парламент, так сказать. Это все предлагается, так сказать, избирателям. Понятно, что это такая партия, которая направлена на, прежде всего, русскоязычного избирателя Эстонии. Поразительная, конечно, картина. Но характерно для путинского мира или путинского понимания как бы всех этих вещей. Путин попытается в Эстонии перед выборами организовать самые различные проблемы, которые как бы должны поддерживать какие-то там русские идеи, как Эстония на самом деле должна себя как бы вести. Мы уже слышали, что вот лозунг «Нейтральная Эстония». Что значит нейтральная Эстония? Значит, НАТО не надо, вооружаться не надо, как бы, армии не надо иметь. Мечта Путина, конечно же. Есть военный полигон Нурзипалу в Южной Эстонии. Тут правительство хотело его расширять, этот полигон, потому что там хотят вести минометные учения, нужна еще какая-то территория. На этой территории, которую правительство хотело, было несколько десятков домов, как бы казалось, что такое особенно, можно купить эти дома, дать людям деньги, как бы, или возвращать там, дать им какие-то земли за эти земли, замену, ну и решить как бы вопрос. Вместо этого началась фантастическая борьба, где там местные жители говорят: нет, не дадим свои дома, там не нужна нам эта война, не нужно нам эти вооруженные силы Эстонии и так далее и тому подобное. Дело в том, что я-то помню, что немногие годы назад такая же проблема была вокруг полигона Айгвейду, уже Северной Эстонии. Понятно, что, конечно же, это российская очередная такая пропагандистская кампания, которую они раньше Эстонии вели. У них есть отношения несколькими здесь пиар-фирмами в Эстонии, есть, конечно, диаспорные всякие связи, еще какие-то странные связи. Они вполне в состоянии организовать любую кампанию в Эстонии, которую они хотят. И, конечно, они хотят все время делать кампании против НАТО, против вооруженных сил Эстонии и так далее и тому подобное. Я думаю, так это и случилось. Но это показывает активность российской стороны, показывает, какие темы ее интересуют, и что у него есть какой-то ресурс даже провести какие-то кампании в связи с этим. Российская сторона заинтересована в крупных партиях Эстонии, все-таки тех партий, которые будет делать уже правительство Эстонии. У кремлевской администрации всегда было хорошее отношение к центристской партии Эстонии, тогда, когда его руководил Эдгар Сависар. Сейчас это правительство руководит Юрий Ратас, который тоже был премьер-министром Эстонии. У этой партии договор с Единой Россией о сотрудничестве, ну, как и у многих других европейских и мировых партий. Россия там надеялась, может быть, что в связи с тем, что у этой партии очень много русскоязычных политиков, очень хорошо представлены, прежде всего, в столице Эстонии, в Таллине, где почти больше половины правительства русскоязычные люди. И наверняка у Кремля все-таки была такая идея или надежда, что именно эта партия будет поддерживать его в Европе, что касается войны с Украиной. Но этого не случилось, потому что это было абсолютно невозможно. Но почему какой-то нормальный человек, какой-то политик, который, конечно, нацелен на карьеру, должен поддерживать войну в Украине? Какой смысл этого чудовищного действия, которое делает Россия? Конечно, в Эстонии мало людей, которые поддерживают Россию в войне с Украиной. Но, может быть, какие-то русскоязычные активисты, такие, более такие советские люди. Но не элита точно. Не хотят они поддерживать никакой войны. Поэтому, конечно, этого не случилось. Может быть, это разочарование Кремля было такое, что вот они решили этими странными другими партиями, которые появились, даже наказать центристскую партию, что вот за это, что не поддержали. Но это моя как бы догадка, если я смотрю, что происходит во время предвыборной кампании как бы здесь, в Эстонии. Эти дела, которые Россия делает в Эстонии, то же самое есть в всей Европе.
Конечно же, в многих странах Европы такая же вот ситуация. Идет активное лоббирование российских интересов, оказывается поддержка каких-то политическим силам, которые могли бы поддержать российскую позицию в войне в Украине. И, конечно же, попытка протолкнуть политиков, уже правительства, которые были бы более лояльными российским интересам. Предвыборная кампания Эстонии уже на финишной чертой. Как показывают все опросы общественного мнения, побеждает реформистская партия, партия реформ, премьер-министра Кая Калласа, и никаких шансов у Кремля здесь нету. Посмотрим уже самих выборов, как там будет там результат, какая будет коалиция. Все это интересно нас ждет еще впереди.